Детство почему-то воспринимается с тревогой. То есть, наверное, детство глубокое до увлечений каких-то моих собственных, оно все всегда вызывает негативные эмоции. Петербург вот такой, как у Балабанова. То есть мы сначала жили в пригороде с родителями. Все мрачное, свинцовое, такое какое-то, не знаю, драматичное. А, наверное, счастливое детство началось с приходом скейтборда, каких-то компьютерных игр там. Самые первые такие яркие впечатления — это, наверное, поход в кинотеатр. Я помню фильм Спилберга «Парк юрского периода». Почему-то меня так сильно он впечатлил. Вот эта созданная вселенная этих динозавров. У меня бабушки, дедушки, когда я еще был маленький, то есть никого не было, кто занимался какой-то творческой профессией. Ни там театр, ни кино, ни музыка, рисование, лепка, таких не было. И мама меня с детства старалась всегда приобщать к какому-то творчеству. Она меня там отдавала на курсы лепки, на курсы рисования. Какие-то я ходил в художественную школу. Там. Видимо, она чувствовала, что у нас какая-то нехватка вот именно такой культурной составляющей. В основном все родственники рабочий класс. И поэтому, не знаю, мне самому даже удивительно, что меня заинтересовала вот такая какая-то творческая составляющая фотография, потому что у нас всегда было такое все очень... Дача, огород, мечты все были связаны с чем-то таким очень материальным. Я посмотрел на своих родственников, когда они уже постарели, и грустно того, что когда у тебя нет какой-то мечты, любимого дела, и у тебя вся жизнь, она связана с детьми, с твоими, это для тебя главное достижение, это твой ребенок. И, не знаю, мне кажется, как только ты потерял интерес к собственной жизни, вот тогда ты пропал. Начал фотографировать граффити совершенно случайно. Я вышел из дома, это была тоже вот такая попытка, не то что преодоления, а поиска себя. Я думал, я фотограф, что я буду снимать? Друзей я фоткал, какие-то путешествия, то есть разнобой. И мне захотелось какую-то сделать одну тему. Вот я вышел в поисках просто утром. Пойду по городу, буду смотреть, что увижу, то я буду снимать. Увидел рисунок у дома. Один рисунок снял, второй, третий. Как-то меня это затянуло, вот я начал фоткать. Сначала просто рисунки. Естественно, потом мне стало интересно, я начал отличать. Некоторые рисунки встречались там по всему городу. Читал надписи и думал, интересно, что это за человек. То есть как-то была такая игра. Ты смотришь на рисунок и представляешь, что это за личность. Себе рисуешь какой-то образ. И часто было так, что ты потом встречаешь этого человека, знакомишься с ним, и у тебя полный диссонанс. То есть он не тот, каким ты его себе нарисовал. Часто многие вещи ты просто хранишь на компьютере и либо ждешь момента нужного, либо просто смотришь сам на эти фотки. Все, что мне предлагают, я все люблю пойти поснимать, мне все интересно. Там, не знаю, жизнь таксиста, очень круто. Сейчас мне уже все видится во всяких сериях. Часто это так приобретает важность спустя время. Может, ты сейчас даже не понимаешь, что ты заснял что-то вообще очень важное. Ни единого дня я не думал, что вот все, я брошу, не буду заниматься фотографией. Мне вообще все равно, буду ли я востребован, буду ли я этим зарабатывать, не буду. Это просто уже как бы часть меня, это такое мое восприятие мира через фотографию. Это мой, наверное, даже интерес к жизни связан с фотографией, потому что если бы я оказался там в какой-то вот скучной обстановке, скучной ситуации, любая поездка куда-то, какой-то маленький провинциальный город, или ты там едешь в село, я сразу воспринимаю с радостью, хотя там у меня есть знакомые, они там, боже, я поеду там к бабушке, там будет очень скучно, делать нечего. Я сразу думаю, у меня фотоаппарат, я приеду, и я могу сделать там 100 фотографий и про это место оставить какую-то историю для себя, там, или если даже это где-то еще и можно использовать, это вообще радость. Кто-то из этого может повесить на стенку фотку, кто-то там футболку может сделать, еще что-то. Если твои фотографии смотрят или они кому-то нужны, это и есть то самое счастье. То есть без зрителя это тоже смысла не имеет. Любое занятие — это энергия. И круто, когда ты ее отдаешь, она заряжает других. То есть круговорот энергии в природе. Для творческого человека
Самодисциплина, самоконтроль — такие очень важные понятия. И заставлять себя что-то делать самому, конечно, нелегко. Но это такая борьба, наверное. Всю жизнь, каждый день пытаешься как-то бороться с этой. И лень есть, и страх тоже, как у всех. Ну, лень, что такое лень? Да, это просто страх, что не получится. Чем больше свободы у тебя, тем, наверное, тяжелее живется. То есть чрезмерно много свободы тоже плохо. С одним художником мы решили залезть днем на Невский, и крыша очень просматриваемая, видная, зима. Мы думали на том сыграть, что будний день, большой трафик, и люди особо наверх не смотрят. На эту крышу очень тяжелый залаз. Там был жуткий такой момент именно вот этого залаза, потому что снег повсюду, крыша скользкая, можно упасть. Мы пролезли через какие-то там кондиционеры на эту крышу, в итоге вышли на нужную к нам, которая у реки. Тот знакомый начал рисовать, я снимал, и я увидел, что из офиса через окна в крыше мансардные вылез огромный дядька, и он был в такой ярости. Он начал меня бить, выхватил штатив, пытался меня скинуть с крыши, то есть он был в таком состоянии аффекта. Повезло, что художник, с которым я был на крыше, он как-то пришел на помощь, не убежал. И дядька этот из офиса тоже понял, что опасно, мы можем все-таки упасть все втроем с этой крыши. Парень, художник, вернулся все равно ночью. Я уже на крышу не полез, был напуган. Там повесили 2 камеры, и он дорисовал ее. Участвовать в выставках и показывать свои фотографии тоже оказалось очень интересно. И даже начинаешь жалеть о упущенном времени иногда, что не делал этого раньше. Вот там с книжками также было. Я всегда думал, что надо сделать очень качественно, и что-то не хватает. То есть ты всегда пытаешься улучшить, добавить что-то, и не делаешь. И поэтому всем ребятам, которые в сомнениях, думают, что они недостаточно готовы, не повторяйте мои ошибки, вы уже готовы. Если вы хотите снять фильм, снимайте фильм. Не ждите момента, не будет никогда идеального. Хотите завести ребенка, семью, самый лучший момент — это сейчас. Всегда ты ждешь чего-то. То есть лучшей жизни не будет, она сейчас. Пока жизнь не нравится, она проходит. Мне так же, как и большинству, очень часто грустно и одиноко. И вот творчество и вообще любое проявление себя с какой-то стороны, спорт, люди идут на велосипеде, катаются, им легче. Или идут грушу бить в зале, или что угодно, хоть шашки, шахматы. Любая активность, она все равно тебя спасает от уныния, от моментов, когда ты потерял какую-то надежду и думаешь, это все не то, я занимаюсь какой-то фигней. Не. Все идет изнутри, вот этот луч, энергия, свет, это на все сферы проецируется. Есть ценности на том, что держится весь мир. Это как, какие-то заповеди. Мы думали недавно с друзьями, что если сейчас в данном мире, в наше время, какая-то истина, сейчас такой век социальных всех сетей, интернета, фейковых СМИ, как будто бы уже нет истины. Есть истина ложная, есть истина, выдаваемая за верную. Будто бы нет уже никакой правды. Но я все равно верю, есть прилив, отлив. Солнце все равно встает, есть рассвет, закат. И, наверное, пока, есть такие, законы природы, возможно. Может, тоже их потом кто-то опровергнет. Но я все равно уверен, что есть идеалы, и они выражаются во всем, и в творчестве, и в фотографии. Все равно те фотографы, которые меня привлекают, как правило, это авторы с настоящими правдивыми историями. Мне кажется, что я документирую либо что-то необычное и странное, либо то, что меня будоражит, и какие-то таланты. И чаще всего такие вещи или люди, они в обществе порицаются и кажутся каким-то из ряда вон выходящим. Это к вопросу, у меня был такой снимок, как бездомный, как это, в мусорку на морозе. Выводы можно разные из этого сделать, но либо ты захочешь помочь этому человеку, либо, наоборот, с юмором отнесешься, но вряд ли у тебя будет агрессия к нему. Либо то, что очень сильно вдохновляет, а вдохновляет меня всегда чужой талант. Я наверное,
хорошее качество приобрел, то, что я вижу в людях хорошее, ну, как и плохое, но стараюсь фокусироваться на каких-то сильных сторонах, там, я не знаю, как человек что-то делает очень круто. Для меня самое важное в жизни — это мечтать, знакомиться с новыми людьми, вдохновляться от них, вдохновлять их, вместе путешествовать и что-то создавать. Если сказать, вот какая у меня мечта именно с точки зрения фотографии, да, и творчества, то моя мечта — это увидеть мир максимально, но увидеть его не как турист, а как участник какого-то интересного действия. И хочется, чтобы оно имело какую-то пользу, пускай самую минимальную, потому что я очень много фотографировал без какой-то цели, то есть просто что-то, что происходит. Это идеальная комбинация, когда ты сделал какое-то творчество, искусство, оно нравится людям, но если оно решило хоть какую-то маленькую проблему одного человека или группы лиц, или вообще это может быть не люди, а что-то связанное с природой, с экологией. Вот мечта, наверное, такая. Участвовать, работать в таких проектах, которые приносят какую-то пользу. Подсознательно многие из нас, занимаясь чем-то, созданием каких-то произведений, они, наверное, может, борются с вот этим забвением. В принципе, это уже будет все равно тебе, да, там вспомнят о тебе, не вспомнят, когда тебя не станет. Но все равно приятно, наверное. То есть я занимаюсь фотографией, и если я даже кому-то какой-то там принес радость, его сфотографировав, это тоже благодаря кому-то, кого либо не стало, либо он был. У меня там, например, лучший друг мой из детства, который погиб, он тоже мне там подарил плакат. Причем плакат вообще фирмы Pepsi. Такой банальный слоган «Верь в себя, иди к победе». Как раз хочу сейчас сделать такую книжечку про мое путешествие в Берлин 10 лет назад. Как раз про вот этого друга. Надо тоже иногда делать какие-то личные истории. Чаще всего не особо хочется делиться каким-то сокровенным. Считается, что интернет — это такой плохой исповедник. Мне вот в этом году почему-то стала нравиться такая позиция, что иди туда, куда страшно, делай то, что не хочешь, или то, что кажется тебе глупым. Может быть, в этой темноте есть какой-то лучик света тоже. Иди туда, куда ты бы раньше не пошел.